Доброго дня! Ми продовжуємо відеоуроки руху опору для організації спротиву на окупованих територіях у 2022 році. Зараз я перейду на руську мову, на мову нашого ворога, тому що ми, партизани, знаходимося у ворожому тилу і повинні бути вне подозрения и нормально разговаривать, спокойно разговаривать на языке нашего врага. Сегодня мы поговорим о таких темах, как психологическое и физическое давление на предателей Украины. Как мы видим, к сожалению, в 2022 году опять появились предатели на недавно оккупированных территориях. И как бы мы ни готовились к этому, как бы ни воспитывали и готовили наше общество к оккупации, оказалось, что есть люди, которые приветствуют русский мир и с радостью идут на сотрудничество. Несколько инструментов, которые относятся к разделу «Саботаж», но именно с помощью которого простые граждане могут оказывать давление на этих людей, чтобы они понимали, что это Украина, это территория, где они находятся, она временно оккупированная, украинская власть вернется и все им припомнит. На сегодняшний день уголовная ответственность за предательство Родины в Украине очень сильно увеличена, и на сегодняшний день это минимум 15 лет лишения свободы и до пожизненного. Самое простое, самое первое – это общественное порицание для тех граждан, которые живут рядом с вами, там, в том городе или поселке, где вы находитесь, на временно оккупированной территории. И этих людей, которые сотрудничают, надо им показывать постоянно, что мы знаем о них, мы их видим и мы относимся с пренебрежением к ним. Очень хорошим действенным инструментом являются такие граффити на входных дверях в их квартиру, или там на воротах в их дом, или там на воротах гараж, если у них стоит где-то там отдельно. То есть мы в 2014 году, просто чтобы они понимали, что мы знаем о них, мы рисовали краской на их дверях там трезуб. Сейчас мы уже понимаем, что это, мы называем их фашистами, рашистами, русскими нацистами. Поэтому можно смело рисовать фашистскую свастику краской на их дверях в их дома и гаражи. Или же, для упрощения, даже символ Z, которым они так восхищаются, краской можно наносить, и это будет показывать им, что хоть они местные жители, но они уже, для них это уже территория, это уже чужая территория. Помечайте их место проживания. Также можно дома на домашних принтерах печатать просто информацию там с фотографий, если есть в социальных сетях брать, или просто крупным шрифтом их данные и просто информация, что вот предатель Родины, суши сухари, 15 лет тюрьмы тебе обеспечено. И расклеивать эти листовки вблизи его дома, там, на автобусных остановках рядом. Это тоже очень сильно психологически давит на этих людей и показывает людям, которые сомневаются, находятся, так сказать, на распутье, сотрудничать, не сотрудничать. То есть это то же самое также психологически давит и на этих людей. Следующим инструментом я бы вам порекомендовал это из психологического давления. Размещение этой информации о этих предателях в социальных сетях.
То есть можно или же на оккупированных территориях это размещать такую информацию со своих аккаунтов. Это на сегодняшний день уже опасно, но у всех, я уверен, есть родственники, друзья, которые проживают на свободной территории Украины. Передавать им эту информацию и просить их постить со своих страниц вот эту информацию о предателях Украины. Размещать их в группах, в социальных сетях, в местных группах, местных группах города или поселка. Такой тоже сейчас есть и в Фейсбуке, и есть и в телеграм-каналах, и в вайбер-чатах. То же самое и можно размещать там, чтобы это максимально распространялось и как можно больше людей об этом знали, говорили об этом, рассуждали, и это стало достоянием общественности. Инструменты легкого физического давления на предателей Украины. В чем это может выражаться? Это может выражаться в повреждении имущества этих предателей. То есть даже если вы обольете кислотой или краской машину этого человека, или также входную дверь, или будет разбито окно в доме его или в квартире, это тоже имеет такое слабое физическое давление, имеет свой резонанс. И мы в Луганской области в 2014-2015 годах портили машины, которые оставляли предатели Украины возле подъезда, возле домов, обливали их нечистотами, прокалывали колеса, били стекла, разрисовывали в сине-желтые цвета, в цвет украинского прапора. То есть такие всякие действия существенно влияют на психологическое состояние зрадников. Для того, чтобы напугать, мы использовали муляжи взрывных устройств. То есть можно без проблем сделать какой-то пакет из бумаги, обмотать его скотчем, сверху примотать будильник китайский, моток проводов показать, что визуально, что от будильника идут провода вовнутрь пакета, и оставить под входной дверью или возле гаража или возле калитки предателя. Это тоже очень сильно психологически влияет на его состояние. В первую очередь предатели идут за деньгами. Россия первым инструментом, которым использует для заманивания наших граждан для сотрудничества, это являются деньги. И для этих людей потеря машины, порча машины, потеря недвижимости или каких-то хозяйственных построек очень существенно ударяет, и для них очень больно на это реагируют. Немного коснусь именно инструкции по безопасности. Не стоит ничем этим заниматься на эмоциях. Если вы, как классик сказал, мести это такое блюдо, которое подается холодным, поэтому не надо сгоряча ничего делать. Если вы планируете какую-то такую операцию по расклеиванию листовок, нанесению патриотичных граффити или порче имущества предателя, для этого надо сначала несколько раз пройти, спланировать, посмотреть места экстренной, и экстренного отхода. Если вы подаете ночью и вдруг, допустим, будет кто-то посторонний или будет патруль, чтобы вы знали, куда можно пойти именно в другое место. Надо хорошо обследовать место именно проведения акции, знать все возможные варианты отхода в разные стороны и в светлое время самостоятельно пройтись по этим путям и понимать, куда вы можете отойти и где вы можете спрятаться.
Естественно, использовать надо одежду, которая прячет ваш внешний вид. Можно одевать, естественно, маску противовирусную, чтобы спрятать лицо. И если заниматься уже более серьезными операциями, понимаете, что за вами могут, пустить, например, собаку полицейскую, чтобы она не проследила ваш след, я предлагаю вам с собой всегда носить в кармане пакетик с черным или красным перцем, обычным, который используют ваши хозяйки на кухне, чтобы, отойдя от этого места, где вы провели эту партизанскую операцию патриотичную, на развилке, насыпьте просто на землю, высыпьте, просто рассыпьте этот перец, и чтобы не было понятно, собака сбилась с пути, непонятно на развилке, куда вы пойдете, потом ей будет очень сложно найти ваш след. В крайнем случае, если даже у вас нету перца, просто рассыпать на пути, пальцами размять 2 сигареты и рассыпать, это тоже сбивает собаку с толку. Никогда не оставляйте эту одежду, в которой вы совершаете эту акцию, и вещи вот такие, как краску, допустим, кисти для нанесения граффити или листовки, не оставляйте дома, прячьте всегда где-то на улице. Ну и самое главное, берегите себя. Слава Украине!